Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Мне довольно-таки часто задают вопрос, какая длина подошвы, как можно ее сделать больше, сколько метров в 50 граммах, например. Я все время спрашиваю себя, будет ли именно длина нити или качество нити соответствовать тому изделию в тех сантиметрах подошвы, которые я сделала. Я сегодня хочу провести эксперимент и показать, что это довольно-таки сложно, потому что толщина нити разная, качество нити разное, производитель разный и так далее. Итак, я приступаю. О материале, потому что это важно. Я возьму нитки вот такого качества. Вот такая нить. Очень качественная нить. Что для меня важно, когда я беру нить и смотрю, потому что иногда я вяжу в нескольких цветах, и мне очень важно, чтобы толщина нити, чтобы качество подходило. Поэтому я всегда смотрю. Здесь написано 100% хлопок. Очень важно в 50 граммах 125 метров. Как пример, я вам покажу вязание подошвы, потому что это очень быстро. Мне понадобятся ножницы. И для вязания вот именно такой нитью я уже примерно представляю, какой номер крючка я возьму. Вот в данной ситуации я возьму крючок 1,75. Так как подошва вяжется очень быстро, и для того, чтобы ее замерить, понадобится сантиметр. Итак, я приступаю. На моем канале я уже вязала подошву, поэтому я не буду слишком подробно объяснять и рассказывать. Я только покажу основное вязание, как это выглядит, потому что цель на данный момент у меня абсолютно другая. Итак, делаю петлю, очень плотно ее затягиваю. Прям очень плотно делаю узел, чтобы он не растягивался, и сама петля будет очень маленькая. Вязание подошвы я начну с 17 воздушных петель. 1, 2, 17 воздушных петель. Вот такая цепочка небольшая у меня. Второй ряд, если не считать воздушные петли, то он будет как первый. Будет у меня состоять полностью весь ряд в круговую из полустолбиков. Значит, я делаю накид и начинаю вязание со второй петли. У меня осталась последняя петля, вот на первой стороне, которую я начала вязать. Это тугая петля, самая первая. И из нее я буду вывязывать 7 полустолбиков. 1, 2, 3. Закидываю нить на другую сторону. И провязываю, чтобы узелок у меня спрятался вовнутрь. Вот таким образом. Возвращаю нить назад, хвостик. И буду провязывать дальше 5, 6 и 7. Перешла на другую сторону. Мне также надо провязать до конца. Одновременно ввязываю хвостик. Вот я дошла до закругления. Первая петля, и мне нужно сделать 6, значит мне еще осталось 5. Очень важно, вот здесь вот, когда мы начинали вязать первая, вторую петлю перекрываю и буду вязать еще 5 петель, так как первая петля у меня уже сформирована, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Первую петлю мы закрыли, когда мы делали закругление. Вторая петля соединительная. Закрепляю. Первый ряд готов. Вот что получается. Во втором ряду не все петли будут симметричны. Первые 6 петель столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Следующие 3 петли полустолбики. 1, 2, 3. Последующие 5 петель столбики с одним накидом. 1,
2, 3, 4 и 5. Второй ряд до закругления одной стороны я уже связала. Теперь буду формировать закругление. Закруглять я буду 6 петель. Из каждой петли вывязывать по 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот такое закругление у меня получается. Для симметрии перехожу на другую сторону. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 полустолбика. 1, 2, 3 и 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Мне осталось сделать на пятке закругление. Закругление буду делать 6 петель, в каждую петлю по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Последняя петля закругления. Теперь мне надо этот ряд соединить, чтобы он был ровненький. Вот здесь вот очень-очень тонкая петля, ее практически не видно. Вот она. Если вы не сможете подцепить крючком вот именно этого размера, то возьмите крючок меньшего размера. Я попробую этим крючком. Я ее немножко растягиваю вот таким образом. Это единственная петля такая. Соединительная петля. Петля подъема. Ряд готов. Вот это провязан второй ряд. Приступаю к третьему ряду. Третий ряд. 10 полустолбиков. 1, 2, 9, 10. 10 полустолбиков. Следующую 5 петель столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь я начинаю закругление. Из одной петли вывязываю 2 раза столбик с одним накидом. 1 и 2. Следующая петля столбик с одним накидом. Следующая петля из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующая петля столбик с одним накидом. И мы на середине. Центральная петля из одной петли 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Почти до середины следующего ряда связано, потому что я начинаю не с середины пятки, а с боковинки. В зеркальном отображении столбик с одним накидом. Следующая петля из одной петли 2 столбика с одним накидом.
Следующая петля — столбик с одним накидом. И последнее прибавление — из одной петли 2 столбика с одним накидом. Закругление окончено в этом ряду. Теперь перехожу на эту сторону. 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 16 полустолбиков. 1, 2, 14, 15 и 16. Должно быть 21 петля вот от прибавления. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все петли провязала. Следующая петля — это из одной петли 2 полустолбика. Прибавляю. Это значит, получается, мы пришли на пятку, тоже делаем прибавление, закругление. Следующая петля — это центральная петля. 1 полустолбик. Симметрично из одной петли 2 полустолбика. И полустолбиками до конца ряда. Соединяю этот ряд соединительной петлей, закрепляю. И 1 воздушная петля. Третий ряд готов. Я приступаю к вязанию 4-го ряда. 4-й заключительный ряд будет полностью вывязываться столбиками с одним накидом. На этой стороне будет 15 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 14 и 15. Я довязала до закругления. Теперь я буду прибавлять, чтобы мне эта часть была побольше закругления. Из одной петли я буду вывязывать 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Следующие 2 петли, в каждую петлю столбик с одним накидом. 1, 2. Следующая петля, из одной петли вывязать 2 столбика с одним накидом. Следующие 2 петли, в каждую петлю столбик с одним накидом. Мы дошли до середины. Обратите внимание, это как раз из петли мы вывязывали 3 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. Так вот, в первую петлю я буду провязывать из одной петли 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Теперь я дошла до середины и буду переходить на другую половину закругления. Значит, симметрия должна быть. Я буду провязывать 2 столбика с одним накидом в каждую петлю. Из одной петли 2 столбика с одним накидом. Вновь повторяю, 2 петли в каждую петлю, столбик с одним накидом. И из одной петли 2 столбика с одним накидом. Закругление окончено. И буду идти до закругления пятки 22 столбика с одним накидом. 22 петли. 1, 2, 20, 21, 22. Проверю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Да. Следующие из петли я буду вывязывать 2 столбика с одним накидом. Прибавлять. Следующие 2 петли, из каждой петли столбик с одним накидом.
Я на середине пятки, и из этой петли я вывяжу 3 столбика с одним накидом из одной петли. Вновь должна быть симметрия. Из каждой петли столбик с одним накидом. Это должно быть 2 петли. Следующая петля, из одной петли 2 столбика с одним накидом. И остаток провязываю до конца ряда. Должно быть 5 петель, 5 столбиков с одним накидом. Теперь мне нужно подошву, этот ряд, соединить. Разворачиваю вязание на изнаночную сторону, вкалываю крючок в первую петлю, делаю протяжечку, отрезаю ее, нить эту, и формирую последнюю петлю. Вот у меня половинка петли есть, видите? Теперь мне надо сформировать полную петлю. Вот так. Подошва готова. Теперь замерим ее. 10 сантиметров подошва. Это первые нитки, из которых я связала подошву. Но у меня есть еще второй моток. Теперь начинаем с другого мотка. Смотрим теперь на моток другого цвета. Фирма, конечно, здесь другая, но важно, что 100% хлопок. На тех нитках точно так же 100% хлопок. В 50 граммах 125 метров. В том клубке точно так же в 50 граммах 125 метров. Нитками темно-синего цвета я использовала крючок 1,75. Теперь посмотрим качество нити. Эксперимент продолжается. И вот посмотрите, чтобы вы четко видели. Две этикетки, два разных клубка, разные производители. Но в 50 граммах 125 метров. Значит, нить должна быть одинаковая. Проверяем. На ощупь, когда я смотрю, вот когда я вот так протягиваю, вроде как нитки одинаковые. Но нитки не одинаковые. Здесь очень сильная намотка, соответственно, толщина как бы увеличивается. Нить становится более жесткая по отношению к этой нити. Поэтому крючок 1,75 уже будет тонковат для вязания вот такими нитками. Поэтому для вязания я уже беру крючок 2,5. Эксперимент продолжается. Я уже связала одну подошву. Мне нужно связать вторую подошву. 1, 2. Я также набрала 17 воздушных петель. Абсолютно одинаковое количество воздушных петель. И теперь посмотрим результат. Также делаю накид и буду провязывать во вторую петлю полустолбики. Вязание подошвы, количество петель вообще ничего не изменяется. Осталась последняя петля, или самая первая с узлом. В одну петлю 7 полустолбиков. 1, 2, 3. Перекидываю нить на другую сторону. Узелок ввязываю, возвращаю назад. 5, 6 и 7. Перешла на другую сторону. Продолжаю вязать весь ряд полустолбиками. Ряд практически готов, мне осталось только сделать закругление для того, чтобы закончить этот ряд. В последнюю петлю буду провязывать 6 полустолбиков и ввязывать первую петлю, чтобы у меня осталась только в обзоре вот вторая петля. Я ее обычно прикрываю пальцем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вторая петля соединительная. Закрепляю. И точно так же, как и темно-синяя подошва, 6 столбики без накида. 3, 4,
5 и 6. 3 полустолбика. 1, 2 и 3. Последующие 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Я подошла к закруглению. Мне нужно из 6 петель вывязать 12. Это значит, из каждой петли я буду провязывать 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Закругление окончено. Перешла на другую сторону. Также по симметрии 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 3 полустолбика. 1, 2, 3 и 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дохожу до закругления. 6 петель. Из 6 петель нужно вывязать 12. Из каждой петли по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Теперь у меня затянутая так же, как и в первом провязывании темно-синей подошвы. Маленькая, очень тонкая петля, она постоянно образовывается. Я возьму крючок, тот 1,75 меньшего размера. Вот так немножко расширяю эту петлю и делаю соединительную. Закрепляю. И теперь следующий третий ряд 10 полустолбиков. 1, 'Сколько еще осталось? 2, 4, 6, 8, 9. Последняя петля, последний полустолбик. Следующие 5 петель столбиком с одним накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4 и 5. Я дошла до закругления. Следующую петлю из одной петли 2 столбика с одним накидом прибавляю. Следующая петля столбик с одним накидом. Следующая петля из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующее прибавление. Следующая петля столбик с одним накидом, и я на середине. Это центральная петля, середина, так сказать, подошвы. Из нее я вывяжу 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Чтобы была симметрия, столбик с одним накидом. Из одной петли 2 столбика с одним накидом. Вновь столбик с одним накидом.
И последнее закругление, последняя петля, из одной петли 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Также симметрия, 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь последующие 16 петель будут полустолбиками. 1, 2, 14 и 16. Итак, от прибавления до вот этой точки 21 петля. Следующая петля полустолбик, из одной петли 2 раза. Следующая петля полустолбик. И как симметрично из одной петли 2 петли, 2 полустолбика. Заканчиваю ряд полустолбиками. Соединительная петля. Закрепляю. И третий ряд у меня готов. Теперь мне остался последний четвертый ряд. Он будет полностью состоять из столбиков с одним накидом. Делаю одну воздушную петлю. И следующие 15 петель провяжу столбиками с одним накидом. 1, 2, 13, 14 и 15. Теперь вновь буду закруглять, буду прибавлять петли. Из одной петли 2 столбика с одним накидом. Следующие 2 петли, в каждую петлю столбик с одним накидом. 1 и 2. Вновь прибавляю из одной петли 2 столбика с одним накидом. Из каждой петли 2 раза столбик с одним накидом. Мы дошли до середины. И вот в следующую петлю из одной петли 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Для симметрии вновь из каждой петли их должно быть 2 столбики с одним накидом. Вновь прибавляю из одной петли 2 столбика с одним накидом. Две петли, в каждую петлю столбик с одним накидом. И последнее прибавление из одной петли 2 столбика с одним накидом. Закругление закончилось. Теперь перехожу на другую сторону и провяжу 22 петли столбиками с одним накидом. 1, 2, 20, 21 и 22. И вновь закругление. Следующая петля из одной петли 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Следующие 2 петли, в каждую петлю столбик с одним накидом. Я на середине, и из этой средней петли я вывяжу 3 столбика с одним накидом из одной петли. 2, 3. Симметрия. Из каждой петли их должно быть 2 столбик с одним накидом. Прибавление из одной петли 2 столбика с одним накидом. Окончание должно быть 5 петель. Итак, подошва готова. Мне осталось соединить, и у меня должно по окончании работы также составить 72 петли, как и в первой подошве. Соединяю за первую петлю, подбираю эту петлю, отрезаю и формирую
последнюю петлю полноценной. Она будет тоже участвовать в работе. Спрячу хвостик. Вот посмотрите, какая разница. Как они отличаются друг от друга. Возвращаюсь к этикеткам и вновь хочу вам показать. 125 в 50 граммах. 125 метров в 50 граммах. Тот эксперимент, который я вам хотела показать, что нитки от разных производителей разные, поэтому крючки, соответственно, тоже разные. Нить вот этого цвета фиолетового была бы очень толстая для крючка 1,75. Конечно, это для начинающих мастериц, которые только-только начинают вязать крючком, которые очень мало используют крючок и не имеют представления. Конечно, для мастериц, которые уже годами используют крючок, активно вяжут крючком, конечно, для них это будет информация неинтересна. Я не прибавила петли, я сделала точно так же 1 к 1, связала 17 воздушных петель и все петли вязала абсолютно одинаковый, размер подошвы у меня получился разный. Я думаю, что некоторым мастерицам я ответила на ваш вопрос, почему очень сложно сказать размер, когда мне пишут, что вы написали, что 10 сантиметров, а у меня получилось 12. Вот это мой ответ. Я желаю всем здоровья, до следующих встреч, до свидания.